Возвращаясь к теме кино Черниговщины, стоит обратить внимание на кинокартину с названием «Дело для настоящих мужчин», снятым в 1983 году режиссером Валерием Дмитриевичем Пономаревым на киностудии «Беларусьфильм». Примечателен фильм тем, что все происходящие события запечатлены на улицах Чернигова, и благодаря этому мы можем восстановить картину жизни города того времени спустя 42 года с момента выхода киноленты в прокат. Многие локации коренной черниговчанин, вероятно, не с первой попытки, но узнает наверняка. Однако есть места, где только очень наблюдательный зритель сможет распознать знакомые черты города, и вот одна из них. Фильм начинается с прогулки вдоль берега реки Стрижень одного из главных героев по имени Антон со своей невестой Наташей, роли которых исполняют Геннадий Давыдько и Ольга Белявская. Не просто определить месторасположение съемок, однако ряд многоэтажек, отражающихся в воде, подсказывает нам, что это район Красного моста, территория Марьиной рощи. После чего пара перемещается в историческую часть города на вал, где уже в кадре виднеются хорошо известные всем жителям и гостям Чернигова оборонные пушки. Сюжет фильма повествует о мальчишках, случайно обнаруживших схрон с большим количеством немецких боеприпасов времен Второй мировой войны, взрыв которых может поразить огромную площадь. На обезвреживание снарядов экстренно вызывают военных саперов во главе с майором Борисом Карповым. Эту роль исполняет великолепный актер Украинской ССР Борислав Брандуков. Сцены с обнаружением ребятами немецкого схрона и дальнейшим его обезвреживанием снимали на территории силикатного завода за чертой города. Там же размещались портовые краны, баржи, огромные горы песка. К сожалению, нынче практически ничего из ранее перечисленного не сохранилось до нынешнего времени, а завод давно уже переживает свои не самые лучшие времена. Склад с боеприпасами, похоже, был единственной локацией, не относящейся к Чернигову и области. Его воспроизвели в съемочном павильоне Беларусьфильма в городе Минске. В здании роддома, где Карпов ожидает рождения внука, нам встречается в эпизодичной роли дежурной Маргарита Криныцына, известная многим зрителям благодаря одноименной экранизации пьесы Михаила Петровича Старицкого «За двумя зайцами», в которой она играла Проню Прокоповну. Здесь находится областная детская больница, а на заднем плане, в кадре за шишигой, семейная поликлиника. Именно в этом здании герой Борислава Брандукова ожидал рождения внука. А вот в том помещении, на фоне того помещения, заснята шишига. Поскольку съемки фильма проводились весной, территорию городского речпорта можно увидеть подтопленной, ведь уровень воды в Десне значительно повышался. Ныне Десна также выходит с берегов во время паводка, но гораздо менее по сравнению с уровнем воды, показанным в фильме. Вступает в законный брак Антон Николаевич Наталья Дмитриевна. Согласны ли вы стать его женой? Сюжеты с организацией свадьбы Антона и Наташи были сняты в частном секторе, который изменился до неузнаваемости. На месте домовладения, во дворе которого происходят свадебные приготовления, ныне стоит красивая современная многоэтажка. Единственное строение, где сохранились черты, позволяющие определить локацию проводимых съемок, это дом напротив, не изменившийся за прошедшее столь длительное время. Здание киношного ЗАГСа ныне офисный комплекс возле центрального рынка.
Вокруг виднеются свежие постройки нового микрорайона. Жилые многоквартирные дома, свечки и помещения коммерческого назначения. Сейчас эти места пестрят рекламой из-за обилия магазинов, а некоторые здания пережили перепланировку, изменив облик кардинальным образом. В целом проспект не особо изменился за 40 с лишним лет, лишь прибавились в возрасте люди и здания. На этих кадрах засняты старинные здания. Черниговский коллегиум, Борисоглебский и Спасо-Преображенские соборы, расположенные в исторической местности. Здесь часто проводятся экскурсии для туристов и жителей Чернигова. Вокруг разбита шикарная парковая зона, именуемая Детинцем, где отдыхающие могут насладиться покоем и видом на великолепный архитектурный комплекс. Отрезок 100-метровки, где один из героев фильма садится в такси, совсем не узнаваем нынче. Несмотря на то, что современные магазины сохранили в некоторой мере внешний вид декоративных элементов входа в помещение, без продолжительных раздумий сразу не сообразишь, где находится это место, хотя знакомые запомнившиеся черты здания назойливо врезаются в память. Это перекресток нынешних проспектов Победы и Мира, самый центр Чернигова. А здесь показан магазин «Детский мир», название которого уже давно не актуально. Довольно продолжительное время это здание является торговым центром с различным ассортиментом товаров, уже даже внешний вид которого ничем не напоминает о своем прошлом. Передвижение героев фильма на такси по городу очень неоднозначное, поскольку сюжет единого связанного диалога снимался в отдельных отрезках различных между собой улиц, либо их несвязанных частей. Фактически человеку, ориентирующемуся в городе, является странным понятие того, почему при смене кадра во время диалога, происходящего между героями фильма, один из собеседников оказывается на улице, противоположной той, где только что был показан один из беседующих. Сейчас в видео представлен оригинальный монтаж фильма, где первая сцена снимается на улице Мстиславской, куда такси повернуло с проспекта Победы. Вторая сцена, не прерывая речи беседующего, уже с проспекта Победы, до начала места съемки первой сцены. Третья сцена снимается тоже на улице Мстиславской, но гораздо далее отрезка улицы, показанного в первой сцене. А четвертая сцена, когда таксист выполняет поворот с проспекта Победы, это начало отрезка улицы Мстиславской, где начиналась первая сцена. Разумеется, это лишь придирки к монтажу, но для изображения современного вида улиц, по которым кружило киношное такси, пожалуй, сложим каждый отдельный сюжет в единое целое, вопреки исходной картине. Здесь мы видим перекресток двух проспектов Мира и Победы, откуда и куда, согласно движению машин экстренных служб, будут двигаться наши герои. Они доезжают до перекрестка проспекта Победы и улицы Мстиславской, поворачивают на улицу и двигаются в сторону парка имени Богдана Хмельницкого. Если разбить съемку на каждый отдельный эпизод, то будет очевидным, что такси проезжало одним и тем же маршрутом несколько раз.
Два последних сюжета показывают нам, что такси движется вдоль парка, потом по улице Пятницкой, что идет параллельно Мстиславской, и далее они окажутся снова на проспекте Победы. В этом направлении машины экстренных служб двигались курсом на центральную площадь Чернигова. За колонной служебных машин с любопытством взирают прохожие, ведь не каждый день приходится быть свидетелем сотворения фильма. Машины кружат по площади, а оператор пытается тем временем поймать наилучший кадр, чтобы передать будущему зрителю драматизм происшествия. Спустя всего 3 года после выхода кино в прокат подобные события произойдут уже взаправду, только в другом городе и с катастрофическими для всего мира последствиями. 26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции. Более 100 тысяч человек было экстренно эвакуировано из 30-километровой зоны вокруг АЭС. Город Припять и еще около 1500 населенных пунктов заброшены. Ликвидаторы аварии получили большую дозу радиации, и многие погибли от острой лучевой болезни в течение непродолжительного времени. События фильма «Дело для настоящих мужчин» вышел пророческим, если рассматривать его события с суеверной точки зрения. Однако до Чернобыльской катастрофы как на территории бывшего СССР, так и в мире происходили подобные происшествия, данные которых в той или иной степени были рассекречены для народа. А на фоне этой многоэтажки снимались кадры эвакуации старушки из частного дома. То есть примерно здесь, ориентировочно где-то вот в этой локации, должен был стоять частный дом, из которого вот эта бабулечка выглядывала. Но похоже, что этого забора уже все равно нету, и частный дом снесли. За 40 лет локация изменилась. Что касаемо сюжета фильма, то режиссер почерпнул идею для сценария из газетной заметки, в которой повествовалось о найденном схроне с немецкими боеприпасами, начиненными отравляющими веществами. Для запечатления кадров Чернигова с высоты птичьего полета оператор осуществлял съемку ранним утром из вертолета. В это время жителям города было временно запрещено выходить на улицу, но кое-где заметно одиноких зазевавшихся прохожих. В целом кино вышло неплохое, несмотря на то, что сам Пономарев отмечал жидкий сценарий фильма и такой же слабый сюжет. Однако, благодаря прекрасно подобранной команде актеров, отменной операторской работе, красоте черниговских улиц была создана достойная для просмотра драматическая картина о мужестве, доблести и чести.